Всем привет! Сегодня у нас снова незапланированное видео. Думал я заняться Рио, наконец-то навести красоту в багажнике. Но будем мы сегодня заниматься Дастером. А причина вот эта вот штучка. Вот где-то в Нижнекамске отец купил вот эту незамерзайку. Вот, жаловался, что у него уже целую неделю болит голова. Вот, а я залез ему в багажник, смотрю, лежит лазурь. Думаю, что-то знакомое. Залезаю в интернет, написано, что именно это незамерзайка. Ну и несколько других, там Skylux и так далее, с повышенным содержанием метанола, что вредная, в общем. Так что решено ее слить. Заливать мы будем вот такую незамерзайку. Испытаем, есть в ней смысл, нет. Вот. И вообще, конечно, сейчас я капот открою. Вообще, конечно, слить незамерзайку можно всего лишь просто сняв шланг. Но мы будем разбирать вот это все полностью. Для того, чтобы, во-первых, вот исправить вот это дело, которое напрягает многих дастероводов, там и соплатформников, там Рено, дастероводов, логановодов и так далее. Вот. И проверим там, как моторчик поживает, если там фильтр меня интересует. Вот. Так что сейчас мы будем разбирать. Вот, кстати, нештатная деталь, это жабо. Полезная вещь. Снег не попадает совершенно вот сюда, не скапливается. Вот. Если какие-то вопросы по ней есть, пишите в комментариях, отвечу. Вот. Может быть, даже найду ссылку, где покупал. Покупался то, что уже 2 года назад. Я даже, честно говоря, не помню где. Вот, то есть я вот сейчас видео допишу, домой приеду, посмотрю, где я его брал. Вот. Что еще? Сейчас начнем разбирать. Нам понадобится ключ Т30 для того, чтобы открутить здесь его, сам бачок. Вот. Ну и в принципе, наверное, все. Начнем делать. Ну что ж, начнем. Для начала мы убираем уплотнитель. Убираем уплотнитель вот здесь. Видно там? Видно, в принципе. Уплотнитель убираем здесь. Удобнее даже без этого. Вот этот вот пистончик надо снять. Обязательно. Кто-то его, в принципе, снимает отверткой просто. Вот. Сняли. Теперь уже ничего не мешает нам снять саму крышечку вот эту. Вытащить ее спокойно. Вот мы ее вытаскиваем. Сейчас. Все. Сняли. И пока просто, ну можно вот еще шланг убрать, чтобы она легче отошла. Далее у нас остается последний крепеж. Снимаем вот данное крепление Т30. Сняли. Вот так он выходит. Осторожно, не повредите, как они называются, не повредите. Осторожно, не повредите шланги, которые идут от моторчика назад. Вот они. Ну и в принципе, получается, демонтаж мы закончили. Теперь нам остается разобрать. Так, снять шланги. Вот. Чуть-чуть поддеваем и убираем проводку. Конечно, проводка как будто бы сами делали, а не по штатному. Просто кинули проводочки и все. Немножечко поддеваем. Вот, шланг вышел. В принципе, его тоже надо будет сейчас чуть позже
И задний шланг также. А, вот он здесь, оказывается, еще мешался. Также аккуратно сдергиваем с моторчика. Кстати, учитывая, что мороз, шланги очень мягкие, что довольно-таки большой плюс. Вот. Итак, смотрим. Вот сейчас потекла незамерзайка немножко. Вот, видите, выходы. Теперь я пойду ее солью куда-нибудь в какую-нибудь емкость свою и буду ставить обратно. Вот, кстати, как выглядит моторчик в снятом состоянии. Вот, видите, никаких фильтров нету. А нет, фильтр есть. Фильтр есть не на моторчике, а сам уплотнитель является еще и фильтром. Вот. Вот это фильтр. Ну, фильтр у нас чистый, так что ничего делать не будем. Ставим обратно. Теперь давайте посмотрим. Сделаем засов, да. Это время, да. Ну, скажем так, его не снимали. Да ровным счетом особо ничего страшного, по-моему, здесь не произошло. Но сейчас я на всякий случай здесь все обезжирю, протру. Дальше сделаю, как многие говорят, многие любят, с пленом. Ну, попробуем. Либо какую-нибудь резиночку сейчас найду, посмотрим. Вот, проложу это. И, наверное, где-нибудь летом снимем еще одно видео, как это все дело поживает. А он плен, в принципе, особо-то и не любит воды. Вот, значит, что у нас получилось. Использован вот совершенно обычный кусочек с плена четверочка от СТП. Нарезан квадратиками. Перед этим все было обезжирено и вымыто. Это обязательно. Главное, не закройте вот эту вот это вот для слива воды, возможно, который сюда попадет. Вот. Ну, как я уже говорил, летом проверим, отвалится, не отвалится сплен, появится под ним что-то или нет. Вот, обязательно. Ну, а теперь сборка в порядке обратном снятия. Посмотрим, получился ли какой-то эффект от того, что мы делали. Ну и, конечно, перед тем, как все собирать, в принципе, желательно проверить, как все у нас получилось. Вот смотрите, во-первых, как я дергаю, он стоит просто жестко, никуда не девается, то есть больше звуков из этой части автомобиля вы не услышите. То есть довольно-таки полезная доработка. Кстати, еще из таких так называемых лайфхаков это уплотнитель от восьмерки, девятки и так далее. Короче, от тазов Самар. Покупаете, он идеально, как будто бы здесь и должен был ложиться на эту отбортовку, и двигатель меньше засирается. Конечно, здесь двигатель далеко не идеально чистый, но то, что он засирается меньше, это факт. Вот, завода данного уплотнителя, по крайней мере, на данном автомобиле не было. Вот, ну, теперь осталось вернуть на место пластик, и на этом... И залить, конечно, незамерзайку. И потом проверить, работает ли все или нет. Ну вот, все собрано. Как будто бы никто и не разбирал, как говорится. Можем сейчас закрыть капот и проверить, как это работает. Сейчас вот сяду в машину. Проверим с вами работу стеклоочистителей. Первое время моторчик должен накачать. Вот и пошла незамерзайка. Все работает. Также можно прокачать сзади. Вот, незамерзайка потекла. Значит, все нормально. То есть все работает.
Все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и хорошей незамерзайки, чтобы голова не болела. Всем пока.